С Новым годом! Как вы понимаете, это Алексей Наумов и шоу «Разбор». Мы сегодня разбираемся, что же произошло в 2024 году, каким он нам запомнится, и, собственно, в чем нам нужно разобраться, чтобы понять, какое значение он оставит на карте, так сказать, мировой истории. Это итоги года по моей версии, по версии Алексея Наумова. Я не претендую здесь на объективность и хочу описать 2024 год, все его прошедшие 366 дней, как мы помним, год был високосный, и как бы основные события, которые произошли и которые сформировали образ года, каким его запомним. Так вот, если говорить одним словом, пытаться выразить 2024 год одной фразой, одним словом, это будет слово «многополярность». Мне кажется, мы увидели, каким будет надвигающийся мировой порядок. Это, кстати, довольно популярная фраза в названии к моим роликам. Наверное, вы уже обратили на это внимание, если часто их смотрите. То мы видим, что мировой порядок, который нас ждет в будущем, в 2024 году проступил наиболее явно. О чем я говорю? Мы видим, как буквально уходит влияние Запада. Да? Ну вот, например, выборы в Грузии, да, не так давно прошедшие. Мы видим, как, вот, казалось бы, проевропейская оппозиция, которая выступает за сближение со священным западным миром, потерпела крах. Пока там еще продолжаются эти бадания, мы видим назначение новых выборов, мы видим какие-то громкие заявления, но понятно, что импульс у этого исчерпан. Еще в начале века одного вот этого проевропейского лозунга хватало для того, чтобы сметать режимы, буквально рушить устои в государствах и сносить их вот этой проевропейской волной. Сейчас совершенно не так. Люди понимают, что вот это вот европейское, ну, вернее, евросоюзовское обещание на самом деле выглядит довольно куце и ничего конкретного из себя не представляет. Также вспомним выборы в Молдавии или Молдове, если вам так больше нравится. Да, конечно, в последний момент там чуть-чуть натянули за проевропейскую Майю Санду, чуть-чуть натянули голосов за проевропейский, проевросоюзовский курс, но посмотрите, да, вот перевес вот этого проевросоюзовского курса был совершенно минимальным. Даже учитывая, что все власти просто наперебой твердили, что это буквально последние выборы на свете, нужно обязательно голосовать за ЕС, иначе будет кошмар и диктатура. Да? Ну а как выборы проходят в великих демократических странах, мы видим на примере Румынии, где выборы просто отменили, потому что кандидат, который победил на президентских выборах, не очень понравился мейнстриму. Его якобы спонсировали русские, хотя вот сейчас выяснилось, что его спонсировала одна из местных партий. И в итоге выходит, что местная партия русская, короче, черт возьми, не очень понятно. Главное, что понятно, что если кандидат у вас какой-то не такой, то выборы ваши могут отменить одним простым решением суда. Буквально. Хочешь отменить выборы, достаточно просто обратиться в Конституционный суд. Это что касается политических событий на европейском континенте и вот, да, вокруг Европейского Союза. Но наш с вами любимый канал, один из лучших каналов вообще на видеохостингах, называется «Вестник Кавказа», да, и давайте обратим внимание на наш замечательный регион. Здесь мы видим два события в 2024 году, которые наиболее значительны, наиболее приятны. Первое — это усиление политического влияния Азербайджана и усиление российско-азербайджанского союзничества и взаимодействия. Это прям особенно, что называется, приятно. Мало кто помнит уже, да, сколько времени прошло, хотя, казалось бы, что весной этого года были выведены российские миротворцы из Карабахского региона Азербайджана, что ознаменовало, в общем-то, исчерпание последнего источника конфликта между Москвой и Баку. В этом году был и визит российского президента в Баку. Азербайджанский президент приезжал в Москву. Азербайджанский президент давал, даже вот не так давно, интервью Дмитрию Киселеву, российскому журналисту. И из раза в раз звучали слова о дружбе, о союзничестве, о союзническом взаимодействии. И, да, например, азербайджанский президент несколько раз как раз опровергал вот эту распространенную теорию, что якобы договору о союзническом взаимодействии нужна какая-то ратификация. Не нужна. Об этом заявляет буквально Ильхам Алиев. Даже кто еще может заявить об этом громче, учитывая, что с российской стороны таких требований никогда не звучало, и российский президент, в общем-то, тоже высказывается совершенно в однозначном ключе о союзничестве России и Азербайджана. Мы, кстати, помним, что был замечательный медиафорум в Шуше в этом году, да, что тоже продемонстрировало возможность Азербайджана проводить крупные международные мероприятия
привлекающие экспертов и журналистов из разных стран, самых лучших экспертов, самых разных журналистов, самых тоже хороших. Я там тоже был, да, приятно. Привлекая их к участию в международных организациях на территории Карабахского региона Азербайджана. То есть буквально уже на уровне таких крупных мероприятий Карабахский регион Азербайджана не отличается от других регионов Азербайджана. В этом году также прошел КОП-29, да, огромная климатическая конференция, которая показала всем еще раз, что Азербайджан — это крупная держава, с которой необходимо считаться и которая способна проводить мероприятия огромного международного уровня, принимать гостей со всех уголков земного шара и искать какое-то взаимодействие. Вот, кстати, о взаимодействии. Мы видим, как Азербайджан, например, прекрасно взаимодействует, вернее, с Азербайджаном прекрасно взаимодействует такой европейский грант политический, как Франция. Да, мы видим, как вот, казалось бы, крупная страна Европейского Союза, член ядерного клуба, вся такая из себя макронистая Франция пытается всячески вставлять палки в колеса Азербайджану, обвиняя его там в чем только не. И это не работает. Наоборот, вспоминаем и медиафорум Шуше, и КОП-29. Азербайджанский президент просто громит гранды европейской политики господина Макрона, новоявленного нашего такого немного наполеоноподобного друга замечательного. И ничего, что называется, с Азербайджаном не происходит. Да? Мы видим, как какие-то французские политики, всякие там депутаты бьются в истерике и ничего с этим сделать не могут. По сути, еще раз это возвращает нас к тому, что сегодня в нынешних условиях баланс сил изменился. Больше не могут люди, которые сидят в своих там красивых европейских кабинетах, делать, что хотят. Они должны считаться с другими странами, которые находятся в мире. И, казалось бы, не так давно, да, сложно было представить, когда небольшая по мировым меркам страна, хоть и региональный лидер, как Азербайджан, бросает вызов Франции и не просто, что называется, держит удар, а буквально уязвляет и наносит чувствительные удары по этому французскому полугегемону. Это то, что называется многополярным миром, да, когда в мире нет единого центра руководства или даже нет двух центров руководства, и страны сами понимают, что им нужно в своих регионах. Тут как раз в этом году проходил и саммит БРИКС в Казани, да, который явился буквально демонстрацией того, что как раньше уже не будет. Я помню, как западная пресса подчеркивала, что как же так, на этот ужасный саммит БРИКС приехал Эрдоган, президент страны НАТО. Неужели, значит, вот могущество Запада больше не такое, как раньше? Ну, вот что называется, привыкайте, господа, могущество Запада больше не такое, как раньше. К сожалению, не только мирной повесткой исчерпывается 2024 год. Мы понимаем, что продолжают идти крупные военные конфликты. Мы понимаем, что российско-украинский конфликт продолжается. Также идет совершенно ужасающая военная кампания Израиля на Ближнем Востоке. Кампания, которая, в общем-то, ставит под вопрос, да, какое-то дальнейшее налаживание отношений между Израилем и странами Ближнего Востока, учитывая, какие масштабные разрушения и какие масштабные жертвы в итоге Израиль принес на эти земли. Понятно, что трагическая атака 7 октября 2023 года, понятно, что террористическое нападение, но то, что было в ответ, тут еще большой вопрос, насколько в долгосрочной перспективе это все позволит хоть как-то региону миротвориться. Понятно, что Иран находится в тяжелой ситуации. Иран, кстати, в этом году, как мы помним, получил нового президента Масуда Пезешкиана, мы делали о нем выпуск. Но Ирану в 2024 году пришлось несладко. Мы понимаем, что значительно ослабла Хезболла из-за противостояния с Израилем. Хамас получил колоссальный урон. Режим Башара Асада в Сирии также был уничтожен, что лишний раз оказало негативное влияние на иранскую политику в регионе. И сейчас начались проблемы в Иране с природными ресурсами. Там проблемы с газом, за счет которого обеспечиваются электричеством дома, больницы и всякие общественные учреждения. В общем, Ирану в этом году пришлось несладко, и вопрос в том, как он сможет под руководством нового президента, и, конечно, под водительством Аятоллы Хаминеи, как-то оправиться в году 2025. Да?
Ну вот мы говорим про новый мировой порядок, про многополярность, про какие-то новые центры силы. Можно поговорить про тех, кто хочет к старым центрам силы как-то притянуться. Вот, например, Армения, да, страна, которая весь 2024 год пыталась пристегнуть себя как вагончик к европейскому паровозу, к европейско-американскому паровозу. Не очень, честно говоря, у нее это получилось, но во многом потому, что сейчас самому этому паровозику не очень хорошо приходится и сладко, когда могущество падает, когда влияние в мире уменьшается, пытаться как-то вот уже застареющим гегемоном, это как буквально пытаться навязаться в друзья к Джо Байдену, да, который, очевидно, уже скоро не будет исполнять свои обязанности, наверное, скоро не очень будет понимать, что происходит вокруг окончательно, не знаю. Пытается Армения запрыгнуть в этот западный последний вагон. Мы видим, что, с одной стороны, есть какие-то подвижки, да, вроде как согласованные почти все пункты мирного договора, но вот последним своим вот этим вот, значит, крюком Армения пытается удержаться за возможность размещать иностранные войска на границе между Арменией и Азербайджаном. Вроде как Никол Пашинян сейчас готов пойти на эту уступку, а потом вроде как и не готов. Сложности с текстом Конституции и возможностью изъять из этой Конституции территориальные претензии к Азербайджану, которые там заложены, да, путем вот этой отсылки к Декларации о независимости. В общем, здесь как бы, что называется, соболезнуем, да, понятно, что большого будущего у этого западного проекта Армении нету, потому что, понимаете, вот Грузия, значит, в Европейском Союзе разочаровалась, всем стало понятно, что к чему. В Молдове там натянули какие-то эти проценты, но тоже никакого очарования западным миром там больше нет. А вот Армения, как бы, наконец, там уже прошло 20 лет, она такая: о, западный мир, давайте мы туда пойдем, и давайте это решит все наши проблемы. Ну, посмотрим. Понятное дело, что, конечно же, не решит. Вот этот раскол между старым миром и новым, между старым миропорядком и нарождающимся новым, он ведь не только политический, он еще и символический. Да? Здесь под конец можно вспомнить Олимпийские игры 2024 года, буквально спортсменов, которых тошнило из-за заплыва в этой ужасной грязной сене, и всем этом паноптикуме, который Парижская Олимпиада продемонстрировал. Мне кажется, что это хороший, на самом деле, символический пример, который отражает вот как выглядит мир старый и как выглядит мир новый. Собственно, вспоминаем, как Ильхам Алиев отзывался, да, об этих странах и отдельно упоминал Олимпийские игры в интервью российскому медиа-менеджеру и журналисту Дмитрию Киселеву. Здесь, в общем-то, все понятно, да, то есть, как я и говорил, мир постепенно, потихоньку расходится по различным группам и лагерям. Есть мы, есть они, да, есть вот одна группа стран, которые пытаются сохранить гегемонию, которые пытаются вот старческой рукой как-то все это удержать, а есть буквально новые центры силы, которые хотят влияния. И вот Армения пристегнула себя к тому старому центру силы, а Россия и Азербайджан, ну, здесь уже все очевиднее. Они немного уходят в другую группу стран, которые хотят суверенитета, которые хотят независимости, которые хотят сами возможность определять свою судьбу, которые сражаются за свои ценности, борются за то, во что они верят, а не в то, что им навязывают откуда-то из больших европейских и американских столиц. И мне кажется, что мы увидим продолжение этих трендов в 2025 году. То есть не получится отсидеться, да. Можно сохранять благожелательный нейтралитет, но с каждым разом это будет делать все сложнее. Мы видим пока, как Азербайджану это удается, дай бог будет удаваться и дальше, сохраняя союзнические отношения с Россией, иметь теплые отношения с Турцией, какие-то более-менее рабочие отношения с Западом. Но Запад, мне кажется, со временем будет требовать все больше подчинения, больше покорности, да, буквально преклонить перед ним колено, чего Россия, кстати, никогда не требовала, и мне кажется, это одна из причин, по которой российско-азербайджанское союзничество так хорошо складывается, потому что страны понимают, что есть интересы, есть политические какие-то свои особенности, и не надо никого учить, не надо никому ничего навязывать. И мне кажется, вот на такой основе российско-азербайджанские отношения, которые, мне кажется, сейчас вышли буквально на самый высокий уровень с момента переобретения независимости, что Азербайджаном, что Россией, будут только укрепляться. Очень приятно и отрадно за этим наблюдать. К тому же
мы видим, как противники этого сближения действуют все активнее. Мы видели эти фейки, которые распространялись про якобы какую-то там нацистскую молодежь, которая кричала какие-то лозунги, да, вы помните, обвиняли азербайджанских студентов, и потом этот фейк пришлось разоблачать, мы недавно делали об этом выпуск. В общем, дружба крепнет, мир меняется, новый мировой порядок складывается. Ну, дай бог нам, что называется, всем выжить в этом мире смертной любви и встретиться также с вами в 2025 году. Всех еще раз поздравляю с Новым годом и желаю вам сохранить адекватность, сохранить разум, держаться и, собственно, до встречи. До встречи в следующем году. Всего доброго. С вами был ваш Алексей Наумов и шоу «Разбор». Встретимся через неделю.